За всю мою карьеру я сделал больше 300 интерьеров. И в каждом из них была кухня, а то и не одна. Так получилось, что я знаю, как делать кухню. И вот за эти вот 300 квартир у нас получились очень неожиданные решения, которые почему-то никто не использует, но они мега удобные, просто невероятные, но про них никто не говорит в интернете. Я вам расскажу про 10 самых крутых, неочевидных решений при проектировании кухни. Я очень люблю минималистичные кухни. Вот посмотрите, это кухня произведения искусства. Она просто какая красивая. И естественно, чтобы поддерживать такую кухню в чистоте, вы же там скажете, а как? Ну, она у вас там в шоуруме, красивая такая стоит, а у нас-то дома будет вся грязная. И естественно, для минималистичных кухонь нужны какие-то грязные уголки. Вот куда всю грязь-то скидывать? Можно сделать вот такие вот pocket doors. Pocket doors — это когда двери закрываются и входят внутрь. Но pocket doors не всегда можно использовать. Во-первых, они очень дорогие. Во-вторых, для того, чтобы их использовать, нам нужно вот это вот расстояние 750 миллиметров. Не как обычно 600, а 750. Не всегда их можно использовать. Поэтому я использую грязные уголки. Это такая Нарния для всякого хлама. Грязный уголок сам по себе получается в угловых кухнях. Вот когда у тебя есть столешка с одной стороны и пеналы с другой стороны. Чаще всего вот этот вот угол закрывают пеналом. Почему-то дизайнеру кажется, что так будет чище. Во-первых, просто чтобы открыть вот эту вот дверку, которая находится над столешкой, очень сложно ее открыть, потому что ты, когда ее открываешь, она будет загребать все, что лежит на столешке. А на столешке у вас там лежит много всего, я знаю, да, я знаю. Как все-таки делать? Я делаю открытый вот уголок, не зашиваю его никакой дверкой, и у вас получается прям вот такой кусочек 600 на 600, закрытый уголочек. Там можно поставить блендер, чайник, пароварку, какую-нибудь фигню просто. Не видно, что там вообще за этим уголком. Решение просто супер. И практически все я применил у себя в домашней кухне своей. И в самом конце я покажу, как выглядит моя кухня со всеми вот этими штуками. Если кухня не угловая, а П-образная, это вообще, это просто кладезь. Это лучшее, что можно придумать на кухне. Особенно черновая кухня всегда так делается. У нее 2 уголочка. Там просто хранить все, что у вас вот эти банки, склянки, вот эти вот должны портить вид, а они не портят. Но вы скажете, Миша, а у нас кухня и не угловая, и не П-образная. И что нам делать? У нас просто линейная кухня. Вот она вот так вот по стене ровненько пошла. Что нам делать? Тогда мы используем Нарнию. А ты такой открываешь дверь, а там открывается Нарния. Слева шкаф, справа шкаф. Если у вас довольно глубоко, есть, например, какая-нибудь колонна, которая отодвигает, или что-то надо зашить, там это больше, чем там 600-700, прекрасно встают Нарнии. Какие-то технические вот такие вот уголочки. Можно, например, скрыть так стиральную машину. Ты открываешь дверку, а там стоит стиральная машина, сушильная машина. Где у вас в квартире стоит сушка? В коридоре, в спальне, в гостиной, только не в каком-то правильном месте. Потому что чаще всего на нее просто нет места. Используя такую Нарнию, можно все вот это вот, всю эту грязь порастолкать, вот это вот все. Как выглядит обычная мусорка под раковиной? Все привыкли, что вот раковина, и вот внизу находится мусорка. Вот это, например, мусорка довольно большая. Это шкаф, он огромный. Это метровый шкаф, большой. И здесь очень много мусорок. Но даже они не справляются с обычным, простым вот нашим мусором. Это раньше были только маленькие пакетики. Мы все съедали и ничего не выкидывали. А сейчас-то большие бумажные пакеты, большие контейнеры от еды. И вот мы это сюда положили. И мусорка не закрылась даже. Просто не закрылась. Она не влезает ничего в эту мусорку. Очевидно, что ставить мусорку под раковину крайне нежелательно. Мусорка здорового человека выглядит вот так. Это целый шкаф, отдельный, в котором находится 2 больших и глубоких ведра. Сюда можно напихать очень много разной доставки. Вот, например, коробочка, да, какая-то. Она сюда влезает так, что
проваливается. Очень много таких коробочек сюда влезает. Просто у меня семья большая. Очень много людей и очень много еды и очень много доставки. Это просто невозможно разместить вот это вот мусорное ведро под раковиной, малюсенькое, оно никому не нужно. Вот эти конкретные, по-моему, от Halo, это 35 литров каждое ведро. Здесь влезает 2 ведра в 45 шкаф. То есть вот эта вот дверка, она довольно узкая, всего лишь 45 сантиметров. И вот эта вот полочка, обычно ее ставят прямо ровно над ведрами. Это большая проблема. Если что-то из мусорки чуть-чуть торчит, все, это сразу будет задевать и не будет дверь закрываться. Обязательно нужно сантиметров 5 оставлять здесь расстояние. Ее делают для того, чтобы якобы там запахи никуда не распространялись. Но запахи, если захотят, они распространятся, вы не переживайте. Ну и такой лайфхак на кухне. Где хранить пакеты, если у вас нет такой вот полочки? Очень просто, их можно хранить прямо внутри ведра. Когда мы достали мусорный пакет с мусоркой, выкинули его, у нас внизу уже лежат пакеты, их не нужно искать. Они все внизу. Также берешь и опять достаешь. А следующую фишечку обычно видно больше всего, когда мы лежим на диване. Это подсветка верхних шкафов. Сейчас покажу. Вот она, эта подсветочка. Смотрите, какая она яркая. И вот если ты лежишь на диване, то она предательски светит тебе в глаза вот просто постоянно. И самое плохое место, в которое можно поставить эту подсветку, это вот этот вот угол между стеной и шкафом или полкой. Вот это самое плохое место, потому что его видно просто отовсюду. Это же достаточно просто, вот представьте, вот я сел на стул, и ее мне видно. Некоторые ставят эту подсветку где-то вот по центру. Кажется, что самое классное место, она же так хорошо будет освещать всю столешницу, да? Но если ты ее ставишь по центру, во-первых, ее опять тоже видно. И второе, когда у нас вытяжка встроена в верхний шкаф, она обязательно прервется на этой вытяжке. Многие думают, что они же включат подсветку на вытяжке, но нет. Там совсем другая температура, другой свет. Это выглядит совсем по-другому. Так как все-таки правильно? У нас вот здесь находится плита, и над ней, естественно, находится вытяжка. Если посмотреть, она не доходит до конца. Для чего это? Именно здесь, вот в этом месте, находится подсветка, и она идет ровной линией на всю территорию. Вытяжка никак не прерывает ее. У вытяжки есть своя подсветка, но она холодная, и вы видите, что она вообще не подходит. Светится просто какими-то 2 лампочками. Подсветка на вытяжке не заменяет подсветку столешницы, поэтому подсветка столешницы должна быть одна. Плюс, естественно, эта подсветка закрывается вот этим фасадиком. Он опущен на 22 миллиметра. До источника света у нас 17 миллиметров. Сам источник света чуть-чуть меньше 2 сантиметров, тоже где-то 17 миллиметров. Это идеально для того, чтобы открывать фасад. Вот он просто открывается. Не нужно ставить никаких профилей, никаких ручек, потому что ручку-профиль, встраиваемая в фасад, она стоит денег. И, естественно, вот этот вот опуск, он дает нам эффект того, что у нас закрывается полностью источник света, и его не видно ниоткуда. Это магия какая-то чистая. Следующий пункт — это все те же верхние шкафы, многострадальные. Вообще нет никакого смысла, такого прям большого, делать высоченные вот эти вот верхние шкафы. Во-первых, это всегда выглядит как кухня, и это проблема. Вы можете сказать, что это за проблема такая, если кухня выглядит как кухня? И да, это действительно проблема, потому что кухня обычно совмещена с гостиной. Там, где ты сидишь на диване, не хочется вот этого вот кухонного вайба. Вот это вот жареное мойва, вот это все в жире, вот все в грязи там. Если мы, например, закроем эти двери, эта кухня точно не похожа на кухню. Но вы посмотрите, это космолет какой-то. Я не могу просто перестать его хвалить. Вот эта вот часть. Какая она крутая. Это здоровенные металлические пластины, которые ее держат. Никси сделали просто произведение искусства какое-то. Это не кухня, это вот реально что-то невероятное. Посмотрите, вот здесь вот плашечка, она здесь достается. Она вот такая красивая, с фрезеровочкой. А там внутри розеточки. Ну это же просто, ну ля-ля. Одни из лучших кухонь — это Никси. Поэтому, если у вас есть какие-то верхние шкафы, во-первых, при проектировании от них лучше избавиться. Но если никак
нельзя избавиться, то их лучше сделать вот такими вот невысокими. Так мы можем поставить поднимающийся вот такой вот механизм. Это всегда удобнее, точно, потому что у вас, когда дверка открыта, вы можете ходить, подходить, ничего не мешает. Если у нас двери распашные, ну, естественно, они вот мешают тебе ходить. Надо все время закрывать, открывать кухню. А с такой штукой, ну просто любо-дорого глядеть. Вот просто вот ты готовишь туда-сюда, что-то тут делаешь, что-то положил, ну красота. Но если все-таки вы старовер, тогда нужно дверки делать не широкие. Дверки максимум 450. Потому что если будет дверь большая, ты вот так вот ее надо вот так открыть, обойти. Дверку надо маленькую. Вот так вот, пух, маленькие две дверки открыл и вот что-то там достал. Чтобы хотя бы себе по лицу не заехать. Следующее, о чем мне хочется поговорить, это софтбоксы. Вот смотрите, сзади меня, ну вы поняли уже, да? Ну это очень красиво, это просто красиво и все, это надо обязательно ставить. Софтбоксы можно ставить и в спальне, и в гостиной. Просто один софтбокс поставил и уже красиво. Софтбоксы могут быть разные. Если мы просто на какую-то стену делаем или на потолок, это обычный натяжной потолок, который натягивается на стену или на потолок, а сзади него размещаются светодиоды. На кухне немного сложнее конструкция, все-таки. Лёх, скажи что-нибудь. Чтобы это была какая-то серьезная конструкция, натяжной потолок сюда не пойдет, иначе ты просто ножом как-нибудь промахнешься и порежешь его. Это лист арголита. Лист арголита накрывает вот эти вот светодиодную подсветку. На самом деле самое дорогое во всей вот этой вот истории это светодиодная подсветка, потому что она вот так вот идет через каждые там 10 сантиметров, ее очень много. И еще проблема в чем? Чтобы мы не видели полосы, нам приходится отодвигать листа на 15 сантиметров. Есть более простые истории. Можно положить источник света в самый низ, например. И он будет такой градиентом заливать весь наш софтбокс. Получится тоже очень красиво, сильно дешевле. И вот это расстояние не нужно будет делать. Мы сейчас в шоуруме Book.rum, и у нас на самом деле таких софтбоксов огромное количество. Вот, например, вот здесь один в спальне находится. Вот один, посмотри, ну просто как красиво выглядит софтбокс. Лялечка просто, как это прекрасно. Ну я просто обожаю софтбоксы, поэтому... Конкретно эту стену нам сделали ребята, те, которые всегда нам делают софтбоксы. Это идея потолки. Итак, сейчас показываю, как сделать лучший рилс, когда вы приходите к нам в шоурум. Значит, я стою здесь, камера там, толкаю перегородку, а камера идет за перегородкой. Супер. Ну а для следующего пункта нам нужно как-то вот взять и переместиться в другой шоурум. Мы специально приехали в шоурум Боки на Тульской, потому что только здесь есть старый формат столешницы. Вот она у нас толстая столешница и какая-то ручка-профиль, голопрофиль. Мы засовываем руку вот сюда, чтобы открыть. Здесь вообще у нас очень сложно открывается. Здесь посудомоечная машина. Она очень сложно открывается. Я когда засовываю, у меня вот пальцы вот эти ударяются об острый угол. И это так неприятно, так некомфортно. Просто... Что мы делаем сейчас? Мы оставляем всего 1,2 сантиметра, а дальше у нас скос под 30 градусов. И тогда получается, что у нас есть достаточное место для того, чтобы засунуть туда руку. У нас нет острого угла, он немножко разворачивается и становится сильно мягче. И это супер удобно. Это повышает уровень комфорта и качества использования кухни. Если сделать только эту штуку, уже будешь сильно довольнее чувствовать себя на кухне. Это просто прекрасно. Один из самых частых вопросов у наших клиентов. Сколько? Они все хотят широкий холодильник. Говорят, нам нужен большой холодос на 900 миллиметров. Поставьте нам, пожалуйста. Вот такой вопрос постоянно происходит. Но мы их никогда не ставим. Мы один раз в жизни поставили, и это просто трэш какой-то. 900 миллиметров, представьте себе, огромная дверь. Это как дверь, прихожая у вас дверь, которую надо открыть, обойти. Из-за того, что это все огромное, ее как-то надо держать, там усиленные конструкции. Это очень дорогая вещь. Такой холодильник стоит от 2 миллионов рублей. Очень мало кто производит. Это
редкая позиция, очень дорогая, никому не нужная. Есть, конечно, холодильники вот эти вот большие, отдельно стоящие, с двумя дверками. Это кому надо. Вообще, представьте, вы сделали красивый интерьер, сделали кухню, не похожую на кухню. А холодильник у тебя похож на холодильник. Так как вот стоял в магнитах, вот так и будет стоять в магнитах. Но что делать? Ну, не хватает нам холодильника. Да 2 холодильника поставить, да и все. Вот 2 холодильника по 60, это прекрасно. У меня на даче стоит, мы там огромные застолья ставим. Все хватает. Главное просто, чтобы холодильники открывались к тебе, а не друг за другом. И в целом и все. Никаких проблем больше нет. У меня есть один небольшой лайфхак по смесителям. Я просто очень люблю смеситель вот этот. Это Amaikiri Makari. Очень крутой смеситель. У него даже есть второй кран под питьевую воду. И он скрыт вот в этой вот ножке. У него есть кнопка для душика. Крутой смеситель, что просто капец. И я очень люблю этот смеситель в цвете вороненой стали. Посмотрите, какой вот он. Он не черный, но он вот такой темненький. В цвете вороненой стали не видно разводов от жесткой воды, камня вот этого, налета. Все вот это вот очень легко убирается. Это супер. Черные смесители ставить нельзя. На них просто все в разводах. Он просто вот весь покрывается налетом. Но когда мы хотим подобрать мойку в цвет вороненой стали, появляется другая проблема. Появляется очень много разводов от самой воды на вороненой стали. Как этого избежать? Мы перестали вообще ставить вот эти вот моечки из вороненой стали и подбираем моечки черные. У Amaikiri есть черная мойка вот под эти вот все черные детали. Все это вместе выглядит отлично. У Amaikiri этот цвет называется графит. Никогда не используйте на мойке вороненую сталь. Вы разочаруетесь, это точно. В советских кухнях мы привыкли к тому, что посуда всегда сушится в верхних ящиках. Вот в этих вот. Но на самом деле удобнее, когда посуда, особенно тарелки, сушится внизу. Вот здесь вот. Взял такой... Помыл, поставил ее сюда в гору, а потом складываешь вот сюда вот в сушку. Либо посуда посушилась, мы ее отсюда взяли и сюда же положили. Не надо никуда наверх тянуться, очень удобно. В нижнем ящике хранить уже нужно сковородки там и так далее, но стаканы хранить внизу не так удобно. Стаканы удобнее всего хранить вот здесь. Мы просто берем стаканчик с верхней полки, наливаем себе водички и попили. Я тот самый человек, который делает ремонт во всех своих квартирах. И вот эту квартиру я арендую для своей семьи и сделал здесь ремонт под себя и поставил себе кухню, какую хотел. Вот давайте я покажу, как выглядит эта кухня. Начнем вообще с того, что это за помещение и почему так запроектировалась кухня. Значит, слева у нас окна, здесь стена и вот здесь стена. Получается, поставить кухню можно только углом. Поэтому это угловая кухня. Так как это съемная квартира, и тут не хотелось разводить очень долгий ремонт, мне нужно было делать кухню максимально быстро. Помните мое видео, как сделать быстро и недорого? Мы разобрались со всем, да? Мы опустили цену с 1,5 миллиона рублей до 150 тысяч рублей. Кухню нужно сделать не до потолка и не от стены до стены. То есть у нас кухня не привязана с двух сторон к чему-то. Там у нас она оканчивается здесь около 20 сантиметров до шторы. Сверху далеко до потолка. И если вдруг производство накосячило и сделало что-то не так, мы просто ставим и ничего страшного. Это позволило сделать кухню очень быстро. Во-первых, мне эту кухню Артем сделал за 7 дней. Не буду говорить, кто такой Артем, потому что вы его завалите заказами, а я больше никогда себе не сделаю кухню за недорого. Сделал мне кухню за неделю. Почему? Кухня не до потолка, и она сделана из стандартных модулей. Она не до стены, с той стороны она тоже сделана из стандартного набора модулей. Нет вообще никакого нестандарта, поэтому сделалась она очень быстро. Какая логика проектирования? Вот у нас пришла доставка. Ее нужно, естественно, положить в холодильник. Холодильник у нас здесь находится.
Здесь всего 3 шкафа. Если мы поставим холодильник вот сюда, тогда дверка будет открываться вот так вот, и она закроет нам грязную зону. Грязная зона для чего нужна? Чтобы мы взяли из холодильника помидорки, поставили сюда, и дальше это вот грязная зона, а дальше мы там моем в мойке. Если у нас холодильник будет стоять здесь, тогда придется грязную зону обходить. Это неудобно. Технику мы всегда ставим посередине, потому что она, во-первых, выглядит так лучше, а во-вторых, нам надо прятать куда-то вот эти вот ручки. Тоже будет проблема, если ставить не посередине. Дальше. У нас здесь, как вы помните, я рассказывал в первом пункте про углы, про Нарнии. У нас здесь, естественно, есть Нарния. Вот она. Я вот сюда могу спрятать вот эту руку очень далеко и сам вообще туда залезть. Это довольно глубокая Нарния на 600 миллиметров. Вот смотрите, если мы смотрим оттуда, не видно ничего, что находится за этой нишей. Но как только мы переместились за угол, мы видим, что там находится чайник, блендер. Там обязательно, естественно, должна быть розетка, иначе провод будет торчать вот сюда вот. Все это находится там, и это видно только если ты пользуешься кухней. Вот прям что-то стоишь, вот там шинкуешь, достаешь. Но как только ты перемещаешься в гостиную обратно, не видно ничего вообще. Прекрасно, а я прям обожаю это. Дальше здесь у нас на кухне длинные вот эти вот верхние шкафы. Я ненавижу верхние шкафы всем сердцем и душой, потому что верхние шкафы напоминают тебе о том, что это кухня. Эти верхние шкафы здесь, во-первых, не от стены до стены, они вот такие вот коротенькие. И во-вторых, они невысокие, они вот такие узенькие. Как будто бы это не шкафы, а какая-то полочка, не знаю, вот вам вот сейчас издалека в целом даже и не видно эти шкафы, они сливаются со стеной, потому что они вот в цвет стены. Естественно, здесь подъемные механизмы, если бы здесь были дверки, огромную вот эту дверь было бы сложно передвигать. Здесь подъемные механизмы, и здесь вот, например, находятся у нас стаканы. Как я и завещал в этом видео, лучшая сушка для стаканов находится здесь сверху, чтобы взять стакан, попить и дальше пойти. Дальше у нас появился вот такой вот угол, да, труднодоступный. Что с ним делать? Ну, там просто всякая дребедень хранится, которую надо там хранить. Можно поставить Magic уголок. Но мне тоже это не очень нравится, потому что на поворот очень много съедает места, и он прям становится маленький. Если ограниченное пространство и ограниченная кухня, я бы не ставил. Дальше. Под мойкой. Нет ведра, представляете? Тут у нас находится диспоузер, который измельчает всю шелуху. Здесь у нас находится фильтр. Куча всего. Куда здесь поставить ведро? Нет тут места для ведра. А где ведро, вы скажете? Наверное, здесь? Но здесь нельзя ставить ведро. Здесь лучшее место для того, чтобы поставить тут посудомойку. Вы покушали всей семьей, у вас много посуды. Принесли посуду, в раковину положили и ушли. Потом вам нужно эту посуду вот отсюда взять и переложить всю в посудомоечку. Супер удобно, она как раз здесь находится рядом с раковиной. Ты кладешь сюда, и все прекрасно. Мусорное ведро находится вот здесь вот. Ему нужно всего лишь 45 сантиметров. Это маленький шкаф. И в нем влезает 2 огроменных ведра. Просто, здоровенных, по 35 литров. Помните, у меня было как-то видео про рабочую зону поверхности. Рабочая поверхность у меня большая. За счет чего? Что у нас вот это вот 60 сантиметров плюс 45. И даже вот еще тут вот 10 сантиметров добавилось. То есть это больше метра поверхность. Естественно, здесь находятся розетки. Причем розетки непростые. Это розетки системы электрики. У них есть USB-C. Это такая розетка, в которой вот все подключаются. Типа вот провод есть, вот куда. Лучше всего видно вот эту вот розетку. В нее и подключаются. Естественно, вот здесь есть кнопка выключение света. Обязательно должна быть вот такая кнопка, не сенсорная, вот это где-то спрятанная, а это у нас кнопка вентилятора. Нельзя вот эту вот вытяжку на кухне закрывать. У вас обязательно должна быть отдельная кнопка на вентилятор. Вот у меня там здесь находится вытяжка. Когда ты что-то готовишь или у тебя там повысилась влажность и так далее, ты нажал кнопочку, оно все вытянулось. Дальше идем. Здесь, естественно, у нас ящик для сушки тарелочек. Вот видите, какая красивая тарелочка. Это Мишелькина.
Внизу у нас лежат сковородки, их тут довольно много. Дальше, сама столешница вот это искусственный камень. Я вот здесь покажу, какой искусственный камень. Он идеально подходит к вот этому фасаду. Это ЛДСП, Эггер, просто мой любимый цвет. Я вот такой вот матч собрал. Фартук у нас это плитка. Это проще всего, дешевле всего. Например, если сделать фартук из вот такого вот материала, это стоит сразу дофига денег, очень дорого. Плитка стоит сильно дешевле, чем искусственный камень, и выглядит ну супер вообще. Она подходит тоже к этому. Это вот мы купили в Бомонде, эту плиточку. Тоже вот тут вот поставлю, что это за плитка. Смету на всю эту вот кухню я оставлю у себя в телеграм-канале. Переходите, смотрите, все, что вам нравится. Это вот такой вот идеальный сет того, как сделать кухню недорогую в минималистичном стиле. Ну и последний шкаф в этой кухне это ложки, поварешки. Таким образом у нас появился рабочий треугольник. Один угол в холодильнике, другой угол это у нас мойка, третий угол это варочная поверхность. У нас рабочий треугольник идеальный получился. Мы все взяли, нашинковали, положили, приготовили, пожарили, выложили. Все идеально. Ну вот такая получилась кухня. Бывалые хозяйки, напишите мне, насколько это удобно или неудобно, как вам кажется. Вам, скорее всего, кажется лучше все неудобно и надо как у вас. Это нормально, абсолютно. Не переживайте. Обязательно пишите в комментариях, ставьте лайк. Сейчас лайк очень важен для продвижения. Без лайка вообще прям никак. Все, что мы здесь упоминали, все, ссылочка будет на телеграм-канал мой. Переходите, смотрите. Ну и проектируйте удобные кухни, которые не будут портить вашу жизнь, а будут только наполнять ее радостью.